Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о еле. С самого детства на Рождество и Новый год люди привыкли ощущать запах еловых веток. Смешиваясь с запахом мандаринов, этот душистый хвойный аромат был предвестником чуда, подарков, новых впечатлений и Нового года. Много веков ель олицетворяла собой символ нового цикла. В давние времена, оставаясь вечно зеленой, ель была аллегорией вечной молодости и бессмертия, долголетия и верности. Зимой и летом одним цветом — детская загадка о елочке. Интересно, правда ли это? И какая бывает ель? И что это за дерево? Как долго она живет на планете Земля? И какие формы принимает? С этим обязательно нужно разобраться здесь и сейчас. Поехали! Представительница одного из многочисленных видов хвойников семейства сосновых, хорошо знакомая всем ель, обязана своим названием древним римлянам. Именно так звучит с латинского перевод слова «смола», а слово «ель» произошло от старинного славянского слова и означало «колючий». Ель обыкновенная, ель колючая, канадская, сербская, восточная аянская, бревера, ель гималайская, ель красная, лидзянская, почковатая, ель сибирская, ситхинская и ель черная. Все это виды елей. И в Зеленом царстве ель занимает одно из первых мест и принадлежит роду, в котором насчитывается почти 50 видов растений, распространенных в северном полушарии, от Европы до Дальнего Востока и Центральной Азии и до Северной Америки. Наиболее распространенный вид дерева – ель обыкновенная. Она встречается в европейской части России, Финляндии и Северной Европе. Еловые рощи встречаются и в Сибири, и на Урале. Собратьев ели обыкновенной можно встретить на Кавказе и на Дальнем Востоке, на Курильских островах и на Сахалине. Даже в Северной Америке и Китае произрастают отдельные виды этого колючего душистого дерева. Заросли ели образуют леса – ельники. На евразийской части, где они растут, такие ельники в зависимости от преобладающего почвенного покрытия относятся к разным типам. Ельники зеленомошники, ельники долгомошники, ельники сфагновые, ельники болотно-травяные и ельники сложные. В еловых лесах всегда присутствует чуть сказочный зеленый полумрак. Густые конусообразные кроны елей, смыкаясь, образуют сплошной полог, а их темно-коричневые прямые и стройные стволы создают величественно-торжественную колоннаду. Нижние ветви нередко достигают земли, и их называют лапами. Нижние ветви елей касаются поверхности лесной почвы, и тогда может происходить укоренение и рост этих побегов. Чрезвычайно редкое явление среди хвойных деревьев. Из погибшего корня ели могут вырасти молодые побеги, которые впоследствии становятся настоящими деревьями. Таким образом, дерево клонирует само себя. Благодаря такому размножению отводками ель по прозвищу Старый Тика в шведской провинции Даларна имеет корневую систему, возраст которой, судя по углеродной датировке остатков, может достигать около 9500 лет, хотя современный корень совсем молод, ему всего несколько столетий. Ель обыкновенную иногда называют высокой. Действительно, красавицы ели – это очень высокие деревья с горизонтально отклоненными ветвями. Достойное место в списке самых высоких видов деревьев занимает ель ситхинская, которая растет на западном побережье США и Канады. Среди сохранившихся деревьев известно несколько экземпляров высотой более 100 метров. В основном ель представляет собой статное дерево с прямым крепким стволом и густой кроной. Ветви расположены в виде пирамиды и имеют колючие иголки. Кора ели плотная и покрыта чешуйками. В среднем ее высота может достигать 30 метров, в то время как объем ствола многих видов превышает 1,5 метра. Средняя продолжительность жизни дерева составляет 250-300 лет, но встречаются и долгожители 600-летнего возраста. Ель называют ветровальной породой. Главный корень у ели с 3-летнего возраста перестает расти, а к 10 годам почти исчезает. Одновременно начинают развиваться боковые корни, образуя обильную, сильно разросшуюся корневую систему. Такая корневая система неустойчива и под сильными порывами ветра тяжелую крону не выдерживает, поэтому иногда ель падает с вывернутыми корнями. Корни таких вывороченных из почвы деревьев создают
образует жутко фантастический вид, напоминая щупальца гигантских осьминогов. Кстати, эта поверхностно расположенная корневая система и тонкая кора на стволе являются причинами сильных повреждений ели от низовых пожаров. А вот холода ель не боится, и она устойчива к морозам. В зимнем лесу, особенно в солнечный день, ели с их темно-зелеными кронами на фоне сверкающего белизной снега поистине прекрасны. Очень хорошо ель переносит северные снежные зимы. Под тяжестью снежных пластов зеленые побеги лапы ели прогибаются и опускаются вниз. От этого снег скатывается, а ветви, освободившись от него, гордо распрямляются и снова красуются темно-зелеными лапами. А вот с лиственными деревьями такого не происходит. Если снег выпадает рано и листва полностью не сброшена, то под тяжестью снега ветви ломаются, и от этих травм растение болеет в последующие годы. Весной происходит опыление ели, после чего в шишках начинают созревать семена. Из мелких желтоватых мужских шишечек ели летят облачка пыльцы, которые в народе называются цветень. Над ельниками повисают желтые облачка такой цветени, и если в это время пройдет дождь, то лужи покрываются желтой пленкой пыльцы. Каждая пылинка снабжена двумя мешочками, наполненные воздухом, благодаря чему пыльца ели может перелетать на очень большие расстояния, иногда свыше 100 километров. Пыльца, переносимая ветром, падает на чешуи женских шишек, прилипает к семяпочкам, которые выделяют липкий сок. Крылатые черно-бурые семена созревают в продолговато-эллиптических шишках осенью того же года. В начале созревания свисающие шишки имеют красноватый оттенок, затем они становятся коричневыми и блестящими. Ель начинает приносить семена в редколесье на 15-м году жизни, а в густом еловом лесу с 25-30 лет. Семена ели обладают хорошей всхожестью, которая сохраняется до 8-10 лет. В октябре в шишках созревают семена и становятся добычей лесных грызунов. Семенами ели питается множество зверей и птиц, особенно зимой, а для белок это один из основных видов корма. Пушистые белочки всегда стремятся заготовить семена ели на зиму. Ель теневынослива, и рядом с мощными старыми елями могут хорошо произрастать молодые елочки-подростки. Видоизмененные листья ели короткие, четырехгранные, темно-зеленые хвоинки, густо расположены на ветвях. Хвоя держится на побегах елей 5-7, а иногда 9 лет. Многие из нас в парках видели голубую ель. Это ель колючая. В дикой природе распространена в горах Северной Америки, а у нас широко используется как декоративный вид. Да и в Европе она часто встречается в насаждениях. В ландшафтном дизайне ель голубая используется для групповых посадок в парках, но ее сажают не только из-за красоты хвои, но и благодаря стойкости к загазованному воздуху. А ель круэнта разрушила загадку, знакомую нам с детства, о неизменности хвои в течение года. Она относится к редким декоративным сортам. Весной, как только почки трогаются в рост, круэнта обретает просто фантастически привлекательный вид. Сначала сочно-зеленые ветви украшены множеством малиновых почек, которые через несколько дней превращаются в красно-малиновые молодые побеги. Ель при этом выглядит настолько необычно, что заставляет останавливаться каждого, кто ее видит. Не часто можно встретить красную елочку. Со временем красный цвет меняется на привычный зеленый. Ель – это удивительное растение. Оно может использоваться для лечения различных заболеваний целиком. Шишки, хвоя, ветки и почки, смола обладают уникальными полезными свойствами. В хвое содержатся бактерицидные вещества, аминокислоты и витамины. Еловая хвоя богата витамином С, концентрация которого возрастает к зиме. Поэтому с давних времен хвойный чай был отличным средством от цинги и попутно укреплял весь организм. Еловая хвоя во много раз богаче витамином С, чем, например, апельсин и лимон. Конечно, никто не ест свежую хвою, как плоды цитрусовых, но она служит прекрасным сырьем для приготовления витаминных препаратов. Ежедневное употребление 3-4 еловых иголок в течение месяца способно восстанавливать иммунитет и повысить сопротивляемость к ряду вирусных болезней. Несколько веток лапника, поставленных в комнате в вазу, способны убить вредные бактерии в помещении, оставив в воздухе приятный аромат. Еловые шишки богаты дубильными веществами и эфирными маслами. Они также содержат медь, марганец, алюминий, железо. Эфирные масла используют при борьбе с ОРЗ и заболеваниями верхних дыхательных путей. Сироп из почек ели
назначают при микроинфарктах. Отвар из хвои используют при ингаляции для лечения ангины и гайморита. Смола или живица ели обладает антисептическими свойствами и может быть использована в составе мазей для заживления ран и язв. Но несмотря на огромное количество полезных свойств, препараты из ели обладают противопоказаниями. Ингаляции из еловой хвои противопоказаны больным астмой. При наличии индивидуальной непереносимости веществ, содержащихся в еловых шишках и иголках, необходимо отнестись с осторожностью к использованию ели в лечебных целях. Да и древесина ели – бесценное богатство. Ель дает строевой и поделочный материал. Сельские жители издавна из ее древесины выделывают дранку, изготавливают лукошки и корзины. В промышленности из древесины ели добывают канифоль, скипидар, деготь, древесный уксус и смолу. Ель – один из основных компонентов сырья для производства бумаги. Она является породой древесины, не имеющей выраженного ядра, и обладает плотностью ниже средних показателей. Именно поэтому древесина ели более гибкая, чем, например, древесина сосны. А еще ели звучат в концертных залах и театрах, когда играет скрипичный ансамбль. Оказывается, ни одно дерево не дает такой певучей и звонкой древесины, как ель. Дело в ее акустических свойствах. Из нее делают деки большинства дорогих струнных инструментов. Что такое дека? Звуки – это колебания воздуха. Однако вибрация одной струны едва слышна, ведь она прорезает воздух и приводит в движение лишь крохотный его объем. Чтобы сделать инструмент, нужна резонансная дека, сообщающая энергию струны, которую мы тронули или зацепили, большому объему воздуха и доносящая звуки до ушей слушателя. Лучшие деки получаются из жестких материалов. В более эластичных материалах энергия проходящих звуковых волн рассеивается. В то же время дека не может быть слишком плотной, иначе энергия будет уходить на то, чтобы привести молекулы в движение, и звук станет глуше. На тембр и характер звучания инструмента влияют и многие другие факторы: направление волокон, размеры клеточных стенок и даже лак. Древесина обыкновенной ели не слишком тяжелая, но необычайно жесткая для своего веса. Благодаря такому сочетанию свойств еловая доска толщиной 2-3 мм будет передавать звук более стабильно и интенсивно, чем любое другое дерево. Когда скрипичным мастерам Страдивари и Гварнери нужна была акустическая древесина для их изысканных изделий, они брали обыкновенную ель из итальянских Альп. Эти инструменты 17 и 18 веков такие особенные отчасти потому, что деревья, из которых их изготовили, росли во время малого ледникового периода, начавшегося примерно в 15 веке и продолжавшегося несколько сотен лет назад. Солнечная активность тогда была низкая, а необычайно холодная погода замедлила рост и без того неторопливых деревьев горного пояса. Годичные кольца получались уже, и начало применения очень жесткой однородной акустической древесины ознаменовало золотой век скрипичного производства. Лесов вокруг Кремоны уже нет, и древесину для инструментов поставляют теперь в основном из Швейцарии. Стремясь воспроизвести в наши теплые времена этот ценный материал, ученые попробовали заразить свежеспиленные ели особым грибком, который выедает все неструктурные части клеток и делает древесину легче без потери жесткости. Первые результаты обнадеживают, но пока доходы к созданию лучшей в мире акустической древесины мало изменились со времен Страдивари. В конце концов, что такое несколько десятилетий, если дерево росло 2 или 3 века, а скрипка из него будет приносить удовольствие как минимум столько же. Ну а у большинства людей в России и странах СНГ елочка ассоциируется с песенкой, знакомой нам с детства. Для многих это одно из самых приятных дел в суетливом конце декабря – украшение новогоднего деревца. Умиротворяющий процесс напоминает о счастливом детстве и помогает привить семейные традиции уже своим детям. Но праздник длится недолго. И как бы не были прекрасны новогодние елочки, бывает очень жаль этих красавиц после Нового года, когда их выбрасывают на свалку. Некоторым людям жалко елочек, и не только из прагматизма. Они думают о том, что лучше пусть ель растет в лесу, а дома можно нарядить и искусственную елочку и прославить
прослужит она не один год. Многие скажут, что живые елки, которые мы покупаем, выращиваются в питомниках специально для праздника. Елочных браконьеров никто не отменял. Спрос рождает предложение. Всегда найдутся люди с желанием подзаработать перед Новым годом. Вандалы не гнушаются скверами и парками, спиливая верхушки у зеленых красавиц ради легкого обогащения. Но ель не хвост у ящерицы, и новая верхушка не вырастет. И даже если у многих людей это традиция и елка куплена из питомника, то после новогодних праздников лучше вернуть ее лесу. Это будет отличное удобрение. Можно распилить, разрубить, размельчить, сделать мульчу и раскидать под деревьями. Все будет удобрение для земли. И по-хорошему хотелось бы перефразировать эту знаменитую песенку. В лесу родилась елочка, вот там пусть и живет, и радует лесных жителей своей первозданной красотой и шишками. И в лесах пусть всегда растут величественные и гордые ели, так необходимые природе. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.